Итак, никогда не делайте это с граблями и вилами, если не нужен культиватор-рыхлитель для картофельного участка. Картошку в этом сезоне пришлось и до всходов поливать. После такого полива серьезной корки нету. Все довольно деликатно. То есть вот такое вот легко картофель пробьет. Конечно, поэтому рыхление никакое не нужно. Пока не нужно. Но корочка такая, она даже поспособствует тому, чтобы сорняки не росли. И после всходов, вот всходы сейчас, да, ее пришлось несколько раз полить, наверное, раз 5 или 6. Потому что сухо, с февраля без дождя. Почва у нас глина, поэтому небольшая корочка все-таки образовалась. Но она не такая уж серьезная, чтобы, например, из-за нее рыхлить. Сходы картофеля почвенная корка не остановила, конечно. Но с коркой в почву хуже проходит воздух и кислород, необходимый и для дыхания корней растений, и для полезных почвенных микроорганизмов, и для многих химических процессов, увеличивающих плодородие почвы. А где есть и явное уплотнение, почва и более быстро теряет запасы воды. Здесь это хорошо видно. В середине междурядья поверхность темная из-за высокой влажности, потому что здесь по капиллярам постоянно из глубины вверх идет поток воды. И трава есть, сходит мелкая, корка ей по большей части препятствует, но все равно пройдемся, порыхлим, заодно и трава уберется, вот эта мелочевка. Культиватор-рыхлитель из сломанных вил у нас уже есть. Есть и фильм, где мы показывали, как такое можно сделать. Грели горелкой, да сгибали. Открутить один шуруп совсем недолго. Вилы дают довольно неплохую начальную основу и опору для крепления двух рыхлителей. И пришла в голову идея, что старые грабли вполне помогут нам объединить два рыхлителя в один большой рыхлитель-культиватор для увеличения производительности труда. Без каких-либо переделок всех этих инструментов и потери их функциональности самих по себе. Для скрепления рыхлителей с вилами у нас в хозяйстве нашлась уже готовая резиновая лента, сделанная из выброшенной камеры автомобиля, с крючками из стальной проволоки. Такими лентами мы обычно пользуемся, чтобы крепить багаж на велосипедном багажнике и для подобных нужд. Намотать все это тоже, конечно, недолго. Собственно говоря, перед мульчированием можно было бы и не рыхлить, но мы все-таки порыхлим, потому что, ну, реально очень много дождей пришлось заменять, поливать, и все-таки почва сверху, не сказать, чтобы сильно рыхлая. Опять же, очень много приходилось бегать вот это с накрываниями, потому что заморозки страшные давили, приходилось ставить, бегать дуги, поэтому дополнительно уплотнили середину. Ну и хотелось бы это все немножко исправить за счет рыхления. Конечно, здесь у кустов картошки почва видно, осталась рыхлая, но серединки такие уплотненные. В дневное время вот мы сейчас порыхлим, к вечеру оно подсохнет, можно будет уже мульчировать. В подсохшем виде вот эта рыхлая сверху почва, оно уже сильно уплотняться не будет. Так что избавимся одновременно от корки, от мелких сорняков, которые в принципе и не важны. Сено их и так подавило бы, но все равно избавимся и сделаем более хороший доступ кислорода в сторону корней картошки. Страшный агрегат. На наш взгляд, идея с двойным рыхлителем-культиватором вполне эффективно показала себя на практике. Все как и планировалось, получилось повышение производительности и ускорение в целом. Конечно, применимо такое приспособление не только на картофеле, но и на других культурах, если междурядья аналогичной ширины. Конечно, от крупных сорняков таким культиватором избавиться не получится, но если применять этот рыхлитель своевременно, по мелким сходам сорняков или вообще в фазе зеленой ниточки, то большая часть сорняков, конечно, будут уничтожены. В отличие от спалывания сорняков острой тяпкой, или как в случае с двойным плоскорезом у этого ручного культиватора, здесь просто нарушается контакт корней с почвой. У каких-то сорняков просто засыплет землей почки, и они не смогут расти из-за отсутствия света. А какие-то окажутся буквально выброшенными с корнями на поверхность, где в этот же день засохнут на солнце. Все, широкие междурядья быстренько обработали. Разбираем нашу странную двойную конструкцию сломанных вил и старых граблей в обратном порядке. Ну и дальше одеваем беззубые гнутые вилы обратно на деревяшку держак и вкручиваем обратно одинокий шуруп.
Необходимо ведь еще прорыхлить почвенную корку по двум краям картофельного участка, где двойной рыхлитель был явно слишком широкий. Здесь даже одинарный культиватор проходит местами буквально со скрипом. Разумеется, и весь остальной картофельный участок можно было бы обработать с этим же одинарным рыхлителем. Но это было бы и дольше, да и скучно. Хотелось ведь проверить работоспособность идеи с двойным культиватором. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо!